Доброго времени суток! Рады вас всех приветствовать. Ченнелинг высших сил. Передается контакт. Ченнелинг от высших сил. Ченнелинг в переводе с английского означает передача по каналу. Это своеобразный способ подключения человека к необъятному хранилищу информации, которая находится во вселенском разуме. Вещают высшие силы. Архангел Михаил. Сегодняшняя тема – ускоренный портал 1212, до 21 декабря. 12 декабря, третьи врата 1212. В это время у вас появится возможность начать жить в соответствии с вашей новой миссией внутри голографических сетей новой Земли. В это время вы освободитесь от всего старого восприятия и связей с прошлым, и будете готовы принять дары линии времени будущего новой Земли, которая проявляется в настоящий момент. Вы больше узнаете о том, какие возможности и идеи несут эти дары, и начнете действовать в соответствии с ними, создавая свою новую действительность без страха и опасений. Кульминация и завершение этих трех врат состоится 21 декабря 2017 года в период декабрьского солнцестояния. В это время, дорогие, вы сможете сбалансировать поступившие энергии с божественным светом и мощными кодами галактического света, излучаемыми центра галактики, поскольку в это время Земля будет согласована с ними. Это, действительно, будет время торжества и радости, поскольку вы будете подниматься в спирали мироздания на более высокие, более глубокие и более мудрые уровни. Капсулы времени пробуждения. Дорогая семья света, прямо сейчас есть очень мощная и прекрасная энергия, несущая алмазный свет, проходит через вашу планету прямо сейчас. Это дар, который поступает к вам с будущего, когда галактическое сознание полностью укрепится на Земле, и мудрость путешествий во времени и создания времени будет полностью понята. Представьте, если хотите, встречу планетарного совета старейшин в этом будущем времени. Глядя борьбу и страдания общества в начале 21 века, они решают послать команду высокоразвитых духовных воинов света, чтобы помочь ускорить и облегчить процесс вознесения и преобразования. Но они знают, что единственный способ, допускающий такое вмешательство, это позволить этим продвинутым душам воплотиться в физических телах в этой линии времени, став частью ее проявления и создания. Таким образом, дорогие, начиная с 2012 года, среди алмазных детей, воплотившихся на Земле, есть команды галактических душ высокого уровня, цель которых состоит в том, чтобы быть капсулой времени пробуждения. Они одновременно находятся в двух местах одновременно. Дети в этой действительности и взрослые в будущей. Они как бы находятся в состоянии сна, придя жить в вашу эпоху для того, чтобы способствовать переменам и великому пробуждению просто, будучи теми, кто они есть, и передавая свою усовершенствованную энергетическую подпись в коллективное сознание Земли. Их жизнь в вашей линии времени длится как сон в их будущем доме, поскольку волшебники того времени знакомы с методами сжатия и расширения времени. Они ничего не должны здесь делать, кроме того, чтобы вносить высокочастотную галактическую энергию в разворачивающуюся линию времени. По мере того, как все большее их число будет входить в физическое воплощение, их мощные галактические подписи души будут повышать частоту на Земле. Они – живые воплощения энергии будущего, которая была помещена в Землю, чтобы активизировать процесс пробуждения и преобразования. Их присутствие, набирающий силу,
ускоряет процесс пробуждения на Земле. В период после врат Льва и солнечного затмения в августе 2017 года по Земле прокатилась небывалая раньше мощная волна пробуждения. И эта волна пробуждения продлится в 2018 году. Рост недавно пробужденных душ требует увеличения числа тех, кто готов быть для них наставниками, учителями и указателями пути. Это означает, что многие из вас будут призваны отпустить прошлое и быть готовыми к новым или расширенным миссиям души, чтобы направлять эти недавно пробужденные души в новую земную действительность. Вступление в новую или расширенную миссию души в пределах новой земной действительности. Те из вас, кто в течение многих лет были сотрудниками света, целителями и учителями, с недавних пор в период беспорядка, возможно, чувствовали неуверенность в том, что вы делали. Или вы, возможно, имели проблемы со здоровьем, которые сдерживали вас, заставляли остановиться и отдохнуть, не позволяя выполнить необходимую, на ваш взгляд, работу. Это свидетельствует о том, что ваша душа принуждает вас остановиться и снизить темп, в то время, как вы подвергаетесь тому, что можно было бы назвать периодом переориентации, который принесет вам согласование с новым направлением вашей миссии души в это новое время. Эти новые миссии требуют нового восприятия собственной личности, того, как проявлять, создавать, исцелять и соответствовать этим новым энергиям. Вы просто не можете делать то же самое, что делали в старой энергии. В прошлом, дорогие, ваши энергии были сосредоточены на переходе и пробуждении, на том, как работать над пробуждением и справляться с травмами, как пробужденные люди. Теперь есть достаточное количество пробужденных людей на планете, что способствует созданию шаблона для ускорения этого процесса. Теперь необходимо создать шаблон, помогающий тем, кто пробудился в новое земное сознание. Для этого вы должны сами стать частью процесса создания шаблона. Вы должны жить сознанием новой Земли и с осознанием своей роли первооткрывателя нового. Вы должны выйти за пределы дуальности и сознания жертвы и создавать жизнь, полную возможностей, для себя и других. По мере того, как вы достигаете этого пространства или согласования с высшим сознанием и вашей душой, вы естественным образом приходите в согласование со своей расширенной или новой миссией души. Вы не должны форсировать это. Иногда просто больше необходим полный покой или тишина для того, чтобы, благодаря интуиции или синхронности, вы могли услышать призывы души. Когда будет создана эта связь, у вас появится один из двух вариантов, или расширенная миссия души, при которой ваша бывшая миссия души или работа дополнится новыми соглашениями и направлениями, или у вас появится абсолютно новая миссия души. В первом случае вы будете продолжать работать, используя мудрость, которую получили за эти годы, но зная о новом восприятии и новых подходах, необходимых в течение этого нового периода. С другой стороны, вы также можете почувствовать необходимость полностью отойти от прошлого и принять что-то совершенно новое, что лучше выражает вас, таким, как вы есть теперь. Это приведет вас к абсолютно новой миссии души, более соответствующей потребностям и выражению новой действительности. В этом случае вы можете изменить образ жизни на более творческий и более связанный с Землей, который лучше позволит вам выразить себя. Дорогие, это захватывающее время перемен и созидания. Мы желаем всем вам великого приключения времени и пространства в вашем создании новой Земли. Подписывайтесь на канал, и вы будете получать сообщения от высших сил с тонкого плана. Всего доброго и всех благ вам, духовного изобилия и благополучия. До скорой встречи!